Hi beautiful и добро пожаловать на мой канал. Это вторая часть моего YouTube видео о том, как я переехала во Вьетнам. В этом видео я хочу больше поговорить и рассказать, как это происходило. Но я также буду вставлять какие-то отрывки, какие-то видео, чтобы вы больше понимали и видели контекста. Начать хочу с того, что сам переезд случился супер рандомно. Я решила переехать во Вьетнам буквально за 2 дня, и потом я около 2,5 месяцев я готовилась к самому переезду. Морально, физически, материально в том числе. Все, я лечу жить во Вьетнам. Я улетаю жить во Вьетнам. Чтобы посмотреть первую часть переезда, где-то здесь сейчас появится подсказка, либо ссылка на видео будет в описании этого видео. Первая часть закончилась на том, что я села в самолет Варшава, Катар, и очень сильно расплакалась. Расплакалась от того, что я была очень overwhelmed, overstimulated, потому что, не так много в моей жизни за 30 лет происходило таких серьезных решений, которые бы сильно влияли на мою жизнь. Мне вроде как 30, я взрослый человек, самостоятельный, мне все равно страшно, потому что я летела во Вьетнам одна, у меня никого здесь не было, и более того, я никогда до этого не была в Азии. Я понятия не имела, каково это на самом деле здесь жить. Ко мне даже подошла стюардесса, я ей сказала, что я плачу от счастья, потому что я наконец-то следую своему сердцу, и я наконец-то следую в ту жизнь, о которой я давно мечтала. Я всегда мечтала жить в теплой стране. Как сказал мой психиатр, для моего ментального здоровья необходимо жить там, где много солнца, там, где есть морюшка, чтобы я себя чувствовала стабильно. Я понимала тогда на взлете, что я заканчиваю свою старую жизнь, и это такой, знаете, big moment, потому что я лечу в неизвестность, где я буду одна, где я буду жить самостоятельную жизнь, где я буду в ответе сама за все, и это большой груз ответственности. Я, честно, его боялась. До сих пор бывают моменты, когда мне немного тяжело от этого груза ответственности, но поплакали, и, в принципе, идем дальше. Так, ну что, вот я лечу. Варшава, Катар. 1 чемодан, 1 портфель и 1 мини-сумка. Все мои вещи. Сам полет прошел потрясающе. Если вы куда-то летите, я советую лететь катарскими авиалиниями, потому что это был потрясающий полет. Нам выдавали и масочки, и наушники, и нас постоянно кормили. При этом кормили очень вкусно. Нас покормили, в принципе, очень неплохо. Я брала говядину с грибами, овощи и какие-то типа как клёцки, да я не понимаю, это картофель или это тесто. И еще нам дали десерт, я съела вкусненько. Я очень, знаете, такой picky person. Я очень часто доебываюсь до того, как выглядит еда. Я могу ее не есть только потому, что мне нравится, как она выглядит. Здесь я уплетала все за обе щеки, потому что было безумно вкусно. Нас постоянно кормили какими-то мелкими снеками. Ты мог еще попросить, если ты хотел. Сами стюардессы безумно красивые. Раз. Безумно вежливые. Чувствуется, что о тебе заботятся. Когда я приземлилась в катарский аэропорт, я просто офигела. Я почувствовала себя деревенщиной, хотя я вроде как родилась в городе, выросла в городе, по Европе каталась. То есть выезжала, понимаете, немного. Я дико извиняюсь, а в Минске таких аэропортов не было. Боже, как красиво. Я офигела от того, насколько, во-первых, он красивый, это буквально джунгли, насколько он огромный, потому что там есть небольшой поезд, который тебя возит по аэропорту. Я только что узнала, что чтобы дойти до своих гейт, мне сказали, что это 15 minutes walk, типа 15 минут идти пешком, поэтому мне посоветовали взять train. Я такая типа train в аэропорту. Короче, я иду искать train, чтобы доехать до своих гейт. Плюс мне очень понравилось, что в этом аэропорту ты прям чувствуешь, насколько много разных людей в мире. Ты везде слышишь разные языки, а я очень люблю слышать разнообразие языков. В общем, я прилетела в Доху, я чувствую себя очень уставшей. Это первый полет из 3, но это самый красивый аэропорт, в котором я была. У меня ощущение, словно я вылезла из своего маленького пузыря. Мне очень кайфово. То, где я в очередной раз поняла, ради чего нужно путешествовать. Когда ты прилетаешь в такие места, когда ты знакомишься с разными людьми, в общем, ты просто чувствуешь, как у тебя в хорошем смысле ломается мозг, ломается картина мира, и твои
границы возможного буквально раздвигаются. Это очень необычное чувство, и при этом это очень приятное чувство. В Катаре сейчас плюс 36 градусов. В аэропорту, конечно, меньше, здесь посвежее, но все равно здесь немного душно. Мне нужно переодеться в более летнюю одежду, и я буду ждать следующего флайта. Сейчас в Дохе проходила осмотр cabin baggage. Меня почему-то одну отозвали в сторонку. Молодой человек со мной разговаривал, мне задавал вопросы, типа, вот, куда вы летите, откуда вы, как вам флайт. То есть, какие-то супер такие простые, я так понимаю, чтобы посмотреть, как я себя чувствую, как я себя веду. Короче, он взял какую-то типа как влажную салфетку на палец. Он вот так вот протер в некоторых местах мой портфель и пошел проверять что-то. Мне интересно было бы узнать, что он искал. Еще такой лайфхак, о котором я не знала, возможно, кому-то он пригодится. Есть такой типа Union, называется One World. Это такой типа союз авиалиний, и в вашем полете, боже мой, я разговариваю просто ужасно. Не учите английский язык, потому что вы начинаете говорить на родном языке просто как да. Если вы летите теми авиалиниями, которые состоят в этом One Union, вам не нужно постоянно регистрировать свой багаж. То есть вам достаточно, вот как я в Варшаве зарегистрировала свой багаж, и все, я его встречу только в Дананге. Следующий перелет у меня был Доха, Куала-Лумпур, тоже катарские авиалинии. В принципе, было комфортно, но я сидела у иллюминатора. Рядом со мной было 2 человека, поэтому было не так комфортненько. Особенно, если ты хотел выйти в туалет, нужно было постоянно всех будить. Я послушала свою подругу и на шейне заказала такую подушку для ног. Ты садишься в самолет, взлетаешь, ты ее надуваешь, и ты можешь поставить на нее ноги, и тебе безумно становится удобно сидеть, лежать. Эта подушка буквально спасла мой полет. В этот перелет произошло очень интересное событие, потому что мы летели рядом с бурей. У меня есть кадры, я их вставлю, но там не то чтобы много чего видно, поэтому я вам просто расскажу свои впечатления. Я была одновременно в ужасе и в восторге, потому что это безумно красиво. Там молнии летали каждые 5 секунд. При этом, когда взрывается молния, ты видишь саму бурю, и ты видишь океан, который волнуется. Ты посреди океана, земли не видно. Тут шторм, буря, молния, гроза. Все очень страшно. Я не могла оторвать своих глаз. У меня были мурашки по коже, потому что вау. Выглядит это невероятно. Когда я приземлилась в Куала-Лумпуре, я поняла, что вот она, Азия. Потому что когда я сходила в туалет, я увидела впервые, наверное, в своей жизни таракана. Был он, правда, вот такого вот размера. Чтобы вы понимали, здесь, в Дананге, во Вьетнаме, тараканы вот такого вот размера. Они огромные, они очень быстро бегают, и они еще имеют крылья и могут летать и залетать прямо вам в окна. В принципе, я никакого дискомфорта по этому поводу не чувствую, потому что, мне кажется, когда ты переезжаешь в Азию, твои стандарты очень сильно понижаются. Ну и последний авиаперелет меня ждал Куала-Лумпур-Дананг. Нас даже, по-моему, чем-то покормили, но такое, немножко было сомнительно. Для меня все было очень сильно спайси, поэтому я особо не ела. Прилетела я в Дананг, сразу поняла, что вот он, Вьетнам. Выходя из самолета, меня просто ударило в лицо жарень. При этом это был середина сентября. Сначала я подумала, что я прилетела в какую-то деревню. Хотя мне кажется, что Дананг, в принципе, он есть деревня, но в хорошем смысле. Сейчас мне этот город очень нравится, потому что, в принципе, я уже в какой-то мере его изучила. Первый раз, помню, прокатилась на байке, и мне было страшно. И я помню, что я водителя. Я попросила ChatGPT перевести водителю, что если что, я могу типа за него держаться, потому что я первый раз еду, и мне немножко не по себе, мне страшно. Но в итоге держалась я за него первые 5 секунд. Потом я начала кайфовать от ветра в волосах, от музыки в ушах, ощущения полета и свободы. И, честно говоря, 6 месяцев я здесь живу. И каждый раз, когда я вызываю байк, для меня это просто безумно романтическая поездка, действие, потому что я всегда вот с наушником, у меня всегда классная музыка играет. И вот ощущение полета и свободы обожаю. Сразу же пошла я, конечно же, на пляж. И мне кажется, вы можете посмотреть, как сильно я отличаюсь от себя 6 месяцев назад и сейчас. Мне кажется, это 2 разных человека. Я ощущаю себя сейчас намного здоровее, намного лучше и чувствую себя так же. И мне кажется, что это видно. Ну, плюс еще загар. Девочки, загар, конечно, делает свое дело. Я очень рада. Потом я вернулась в свой апарт-отель. Знаете, уже когда я сидела там, наверное, из-за усталости у меня случилась ебейшая истерика. Я безумно начала плакать очень много. И я помню, что у меня были мысли, что я наделала.
куда я приехала, зачем, что я сделала со своей жизнью. У меня все было классно. Сейчас, конечно же, я уже так не думаю. Я понимаю, что, скорее всего, это был культурный шок, плюс безумная усталость, потому что я не спала нормально неделю. И вот весь накопившийся стресс и усталость, они таким образом из меня вышли, и на следующий день, конечно же, мне полегчало. При этом нужно понимать, что, как я понимаю, наш мозг устроен так, что всякое новое для него — это угроза, потому что он не знает, как себя вести, он не знает, как реагировать, он не знает, чего ожидать. Если вы совершаете какие-то такие серьезные шаги в своей жизни, понятное дело, почему вам страшно, это нормально. За эти 6 месяцев я убедилась, что всякий раз, идя туда, где мне страшно, это в итоге оказывается лучшим решением. В принципе, я думаю, что на этом можно закончить мой рассказ, каким образом я переехала во Вьетнам. Пишите в комментариях, что вы думаете, были ли вы во Вьетнаме, и также вы можете писать вопросы или, например, темы видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать обязательно комментарии, это очень помогает моему каналу. И спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Love you!